Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева. Это мой канал на YouTube и подкаст «Сразу в президенты», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. И сегодня в преддверии объявления результатов розыгрыша Green Card лотереи я хотела бы рассказать, как проходил наш собственный процесс получения документов по Green Card лотерее, а также, возможно, указать на какие-то моменты, которые я бы сама хотела бы знать в момент, когда мы только узнали о собственном выигрыше. Мы играли в Green Card лотерею 4 раза, прежде чем мы ее выиграли. Медицинский осмотр — это обязательная процедура, и проходить вы его можете только в аккредитованных американским посольством медицинских клиниках. За интервью в консульстве мы заплатили $330, и я проверила, сейчас эта сумма примерно такая же. В Сиэтле бариста в Старбаксе может получать около $3000 в месяц. Во-первых, хочу поздравить искренне всех, кто в этом году выиграл Green Card лотерею. Я знаю, что это необычайно волнительное событие, и событие маловероятное, и поэтому намного более эмоциональное, шокирующее, приятно удивляющее. Я искренне надеюсь, что все, кто выиграл Green Card лотерею в этом году и захотят получить свои визы, их получат. Возможно, я вам немножко в этом помогу. Для тех, кому интересно, где я сейчас нахожусь, это называется Lake Union. Это такое довольно крупное озеро в центре Сиэтла, рядом с амазоновскими офисами. И прежде чем начать, хотела бы напомнить, если вам интересно, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это поможет в продвижении моего небольшого, достаточно нового канала. А теперь давайте начнем. Первое, что я хотела бы сказать всем, кто выиграл Green Card лотерею в этом году, кроме того, чтобы просто вас поздравить, это посоветовать вам подписаться на канал Брита Саймона. Я оставлю ссылку здесь. Брит Саймон — это, наверное, самый главный эксперт в Green Card лотерее. Я думаю, что больше, чем этот человек, о Green Card лотерее не знает никто в мире. Небольшая история. Брит выиграл лотерею Green Card сам в 2013 году. Он изначально британец. Британия не участвует в Green Card лотерее, поэтому он выиграл ее по месту рождения своей супруги, что, по-моему, Испания. И Брит рассказывает, как Green Card лотерея изменила его собственную жизнь. И после этого он посвятил свое свободное время волонтерству. И вот до сих пор он активно занимается Green Card лотереей уже больше 10 лет. Он ведет собственный блог, он ведет собственный YouTube-канал, где разбирает все до мельчайших деталей. Более того, когда проходили иммиграционные суды по Green Card лотереи во время ковида, Брит был главным аналитиком, который предоставлял информацию иммиграционным адвокатам, которые участвовали в этих иммиграционных кейсах. Поэтому, да, искренне советую этого человека. Весь его контент на английском языке, но я надеюсь, что вы знаете английский язык, если вы собираетесь ехать в США. Если нет, я очень советую вам активно учить язык, потому что хотя бы на каком-то уровне он вам понадобится по факту приезда в страну. Второй канал, который я хотела бы посоветовать, это канал Михаила Портнова, Silicon Valley Voice. Михаил Портнов не настолько серьезно и детально разбирается в Green Card лотерее. Его канал намного более общий. Канал Брита Саймона именно посвящен Green Card лотерее. Канал Михаила Портнова содержит огромное количество другой полезной информации. У него есть школа тестировщиков в Силиконовой долине. Он говорит о своей школе. Он говорит, в принципе, об историях иммиграции. Но в то же время, когда происходит розыгрыш Green Card лотереи, каждый год Михаил делает по этому поводу видео. И делает это очень много лет. Поэтому, да, этот человек тоже очень хорошо разбирается в Green Card лотерее. Нашу собственную историю я начну с того, что мы играли в Green Card лотерею 4 раза, прежде чем мы ее выиграли. Точнее, выиграл Green Card мой муж. Green Card вы играете по стране рождения, и я играла от России, потому что я родилась в Москве, мой муж родился в Казахстане. Поэтому и Green Card он выиграл от Казахстана. Кстати, это очень частый вопрос. В Green Card вы играете именно по стране рождения, не по стране своего гражданства. Допустим, у моего мужа российское гражданство, но в Green Card лотерею он играл от Казахстана. И это принципиальный момент. Но это важно на моменте подачи заявки. Я думаю, что если вы выиграли, я искренне надеюсь, что вы указали правильную страну. Потому что указание неправильной страны
страны может, к сожалению, означать отказ в лотерее Green Card. Ну так вот, мы играли в лотерею Green Card 4 года, и я помню этот день, это был 2020 год, когда мы узнали о том, что мы выиграли. Соответственно, подавали мы заявку в октябре, нет, наверное, уже в ноябре 2019. Заявки подаются с октября по ноябрь. Заявки подаются на официальном сайте DV Lottery State Gov. Я оставлю ссылочку здесь. Опять же, советую всем подавать заявки именно на официальном сайте и самим не пользоваться никакими сторонними услугами, потому что это тоже может приводить к неточностям в заявке и к потенциальным отказам. Сама заявка очень простая, она заполняется буквально за 15 минут, если вы знаете, как ее заполнять. Единственное, что вам нужно подготовить, это фотографию на белом фоне, и также вам нужно не забыть указать всех детей, генетических детей вас и вашего супруга, и также всех официально усыновленных детей, вне зависимости от того, живут ли эти дети с вами или нет. Опять же, не указание детей в заявке на Green Card лотерею очень часто означает отказ в визе, поэтому, да, я надеюсь, этому вы тоже уделили внимание, когда подавали свою заявку. Обычно объявление результатов Green Card лотереи происходит в мае. В наш год начался ковид, как вы знаете, в марте 2020-го США официально объявили ковидные ужесточения, частичное закрытие границ и прочее. Поэтому в тот год объявление результатов также перенесли на июнь. Примерно на месяц позже открылись результаты Green Card лотереи, и я очень хорошо помню тот день. Я помню, что результаты Green Card лотереи открываются утром по времени американскому, но по европейскому времени это был вечер. Я помню, что я не собиралась проверять свои результаты в тот же день, потому что я знаю, что в первый день очень много людей начинают проверять свои результаты. Из-за этого сайт иногда лагает, и проверка результатов может занять очень много времени. Я еще с утра подумала о том, что да, сегодня вечером открываются результаты, но я, скорее всего, не буду их проверять, потому что это разочаровывающее мероприятие, и плюс я буду еще и сидеть беситься, что у меня ничего не работает. Я помню, что вечером я пришла домой и еще раз подумала о проверке результатов Green Card лотереи, и в тот же вечер я собиралась готовить чизкейк. И я помню, что я заходила домой и думала, что мне все-таки сделать, начать сразу готовить чизкейк или все-таки проверить результаты розыгрыша. Я думаю, нет, я буду готовить чизкейк, потому что это намного менее разочаровывающее мероприятие, чем проверка результатов Green Card лотереи. Я начинаю готовить чизкейк. На фоне, я помню, я включила как раз, по-моему, канал Михаила Портнова, который начал говорить именно о Green Card лотереи, о том, что сегодня первый день проверки результатов. И я думаю, ну твою мать. Но я только вроде успокоилась и решила, что я сегодня их проверять не буду. Ну, думаю, ладно, окей, раз такое дело, я опять взбудоражилась, я опять подумала о том, что, ну да, надо бы проверить, мне опять стало не терпеться, и я решила, окей, я проверяю результат. И я помню, что на самом деле мне повезло, довольно быстро удалось проверить результаты, почему-то, видимо, в тот момент не очень много людей сидело на сайте. Да, я хочу вам сказать, действительно, вот первые дни этот сайт государственный американский, он очень сильно глючит. То есть вы, допустим, вводите свой номер, начинаете проверять, он вам либо ничего не выдает, либо выдает какую-то ошибку и так далее. Да, не пугайтесь, это просто из-за того, что огромное количество людей одновременно проверяет свои результаты, иногда сайт просто не справляет. Точно такое же может случиться, когда вы будете подавать на форму DS-260. Это вот как раз уже форма на иммиграционную визу на вашу. О ней я расскажу чуть подробнее позже. Но да, мне повезло, сайт не глючил, я проверяю свой номер, я вижу, что я не выиграла, я думаю, ну окей, я так и думала. Я проверяю номер своего мужа, и я вижу, что он выиграл. Точнее, я вижу какой-то непонятный текст, знаете, когда вы не выиграли, там довольно короткий текст на одну строчку. И его я привыкла видеть, то есть 4-й год мы играли, каждый раз, проверяя заявки, я видела один и тот же текст, то есть он меня не удивлял. А тут я вижу какую-то просто уйму английского текста, который абсолютно ставит меня в тупик. То есть сначала я просто сижу и тупо смотрю на этот текст, и какое-то время прошло, прежде чем
я была готова его прочитать и постпроцессить. Более того, я не сразу поняла, что он выиграл, потому что прямым текстом это не было написано. Я не помню точно, какой там текст. Возможно, я оставлю здесь пример, как выглядит текст победителя грин-карт лотереи. Но да, изначально мне нужно было пойти и погуглить, как же он выглядит, чтобы сравнить с тем, что получили мы. И понять, что да, все-таки мы выиграли. И я помню, что я была в полном шоке. Юры, моего мужа, еще не было дома, но он пришел как раз через небольшое время после того, как я проверила результаты лотереи. Я ему показываю, я говорю: Юр, походу ты выиграл грин-карту. Он такой: в смысле? Он тоже в это не поверил, он тоже полез проверять, он тоже полез разбираться, правда ли это выигрыш. Оказалось, что да, это правда выигрыш. И, как я говорила в нашем видео о поиске своей первой работы в Америке, мы не ожидали такого. То есть процент выигрыша в грин-карт лотереи, он варьируется где-то от 1%, иногда даже меньше, до 3%. И по каким-то странам процент будет меньше, по каким-то странам процент будет больше, но, опять же, не больше 3%. Почему проценты варьируются по странам? Потому что на каждую страну есть квота, максимальное количество виз по лотерее грин-карт, которые будут выданы в год на эту страну. И все зависит от этой квоты и от количества человек, которые подают заявки изначально. Например, от Казахстана процент выигрыша немножко больше, чем от России. Да, то есть у моего мужа был немножко больше шанс выиграть, чем у меня, но опять же, я говорю, мне кажется, что в наш год это было около 2%, что-то такое. Вы можете ожидать, что вы выиграете там раз за 50 лет, но раз за 4 года, но это действительно шанс, который, да, есть у каждого, и я советую всем заполнять заявку на лотерею грин-карт, потому что это занимает всего 15 минут и не стоит денег, но при этом я честно всем советую не надеяться на выигрыш, потому что каждый год проверка результатов, кому-то везет, но для большинства проверка результатов это вот такое грустное, разочаровывающее мероприятие. Но опять же, я искренне поздравляю всех, кто выиграл. И да, мы сразу же решили, что мы едем, потому что мы в тот момент жили в Литве и собирались переехать по получению гражданства в Западную Европу, но до получения гражданства у нас оставалось еще 4 года, и в Литве, в принципе, нам нравилось все, кроме того, что там очень маленький рынок работы. Как я уже сказала, мы сразу поняли, что мы едем, потому что альтернативой для нас было ждать 4 года европейского гражданства, и при этом нас волновал вопрос, что мы будем делать, если мы потеряем работу, допустим, в Литве. Ее действительно очень сложно было найти, если это какая-то работа, требующая очень специфической квалификации, рынок не очень большой. То есть, если вы работаете, допустим, на какой-то средней работе, можно довольно быстро найти что-то подобное. Если вы работаете на чуть более оплачиваемой работе, чуть более квалифицированной работе, то рынок, к сожалению, маленький. И да, вот это вот ощущение нестабильности нас все-таки немножко напрягало в Литве. И поэтому, да, мы решили, что наши варианты либо ждать 4 года, либо прямо сейчас собираться и ехать в Америку. И мы решили, что да, мы едем в Америку. Мы выбрали штат. Тоже об этом я немножко рассказывала в видео про первую работу, но могу рассказать подробнее, если это будет кому-то интересно. Мы приехали в Сиэтл, штат Вашингтон сразу. И да, теперь про шаги после выигрыша в лотерее грин-карт. Во-первых, я еще заранее, до того, как мы выиграли, я знала, что очень важен номер, под которым вы выиграли. И эти номера варьируются от 0 до где-то примерно, наверное, 40 тысяч. И эти номера начинаются с 0 по каждому региону. Регион — это, по сути, континент. То есть вот вы, допустим, играли от Европы. Будут отдельные номера от Европы, отдельные номера от Африки, отдельные номера от Латинской и Северной Америки, отдельный номер от Океании и от Азии. Вот, соответственно, в каждом регионе номера начинаются с 0, и максимальный номер вот около 40 тысяч по Европе. По Океании, соответственно, намного меньше. Я не знаю только точно сколько.
Прилетел водный самолет на озеро. Походу, мне нужно куда-то перебираться. Итак, в июне 2020 года мы открыли Юлину заявку и узнали, что мы выиграли, причем с очень маленьким 6000-ным номером. Но, кстати, кек был в том, что у нас ушло несколько дней на то, чтобы понять, какой у нас вообще номер. Я к тому времени уже знала про номера, я знала, что они могут быть разные, я знала, что чем меньше номер, тем лучше. На этом, наверное, мои знания на тот момент заканчивались. Но, открыв заявку, я не смогла найти этот номер. И я помню, что какое-то время я даже думала, что, возможно, его не будет в изначальном объявлении результатов, возможно, его как-то пришлют отдельно по почте, и пыталась вообще найти хоть какую-то информацию о том, где мой номер. Оказалось, все намного прозаичнее, он был прямо в верхушке заявки, но я не распознала его, потому что это был не просто номер. Этот номер начинался с года, когда мы выиграли, то есть у нас это было DV 2021, то есть это был 2021. Потом шло название региона, в котором мы выиграли, то есть наш регион Европы, было написано EU, и дальше уже шел наш номер, 6000 с чем-то. И когда я увидела вот это вот большое количество букв и цифр, я не поняла, что это и есть номер. Первые 4 цифры — это ваш год, 2 следующие буквы — это ваш регион, а после этого идет ваш номер. Иногда там будут предшествующие нули, иногда их не будет, но вот все последние ненулевые цифры — это и есть ваш номер. Из-за того, что я не догадалась об этом сразу, нам пришлось несколько дней понервничать. Небольшая вставка. Я хотела бы вам показать американский государственный сайт, на котором вы найдете огромное количество информации по поводу выигравших номеров в Green Card лотереи, а также примерно прикинуть, когда вас позовут на собеседование с вашим номером, и подумать, когда вам лучше заполнять форму DS-260. Вы просто гуглите, это называется Monthly Visa Bulletin USA, как видите, я уже это гуглила, и первая ссылка, которую выдает вам Google, это государственный сайт travel.state.gov, и Visa Bulletin — это как раз то, что вам нужно. Я записываю это видео в конце марта, и вы видите, да, Current Visa Bulletin — это за март, а следующий, который уже опубликован, он на апрель 2024 года. Он был опубликован в начале марта, и здесь очень много информации по разным типам виз, не только по Green Card лотерее, поэтому вы ищете Diversity или DV here, и вот вам выдает раздел B, который как раз посвящен Green Card лотерее. Как вы видите, да, это за месяц апрель, но в том числе здесь будет информация и за май. То есть вот эта первая таблица, она за апрель, следующая таблица будет за май. Как я уже говорила, номера распределяются по регионам, то есть для каждого региона номера начинаются с единицы и доходят до какого-то предельного значения. Для Европы это обычно около 40 с небольшим тысяч. И как вы можете видеть, вот он, европейский регион. В месяце апреля людям, которым назначали интервью, имели максимальный номер 17500. Как я уже говорила, люди, которым назначают интервью, обязательно должны уже к этому времени заполнить форму DS-260, и эта форма должна быть проверена. На это уходит где-то от месяца до нескольких месяцев, то есть, допустим, если у вас номер 17000 и в апреле вам назначили интервью обычно назначается где-то за месяц-полтора, то есть вам его назначили на апрель где-то в феврале, в марте, скорее, возможно, в конце февраля или в начале марта, то есть к концу февраля ваша форма DS-260 должна быть проверена, то есть заполнить вы ее должны были, не позже декабря, а лучше в ноябре, чтобы точно ее проверили и чтобы точно вам назначили собеседование. Если вы ее не заполнили и у вас номер меньше, чем 17500, в принципе ничего, еще достаточно времени, чтобы пройти собеседование до сентября, то есть люди вот с этими номерами меньше 17500 смогут проходить интервью и в мае, и в июне, и в любой другой месяц. Просто да, чем позже они заполняют DS-260, тем позже им теоретически назначат интервью. Также здесь есть еще дополнительная колонка, которая показывает исключения. То есть вы видите, для Европы, например, это Россия, у которой 17400, не сильно на самом деле отличается, и Узбекистан, у которого 7000. То есть людям, которые выиграли лотерею в Узбекистане, будут назначать интервью только если их номер меньше, чем 7000. Почему это происходит? Может происходить по двум причинам. Либо очень много людей из Узбекистана в этом году выиграли с маленькими номерами, и поэтому посольство просто не справляется, либо могут быть какие-то проблемы именно с посольством в Узбекистане, оно, возможно,
функционирует на чуть меньших мощностях и не может принимать этих людей. Да, но если ваша страна не числится вот в этих исключениях, то вы смотрите на этот номер, да, и, в принципе, можете рассчитывать, что вам назначит интервью, если у вас номер меньше. Можем посмотреть также на май. Как вы видите, на май 18 тысяч максимальный номер будет, да, то есть 1500. Не очень большая разница между апрелем и маем, часто она бывает значительно больше. Давайте посмотрим еще несколько бюллетеней. Вот финансовый год 24, он начинается с октября 2023 года, точно так же, как назначают интервью. Интервью назначают с октября по сентябрь на лотерею 24 года. То есть октябрь 2023 года был первым месяцем, когда назначали интервью уже не победителем 2023 года, а победителем 2024 года. Давайте посмотрим, что здесь. Опять мы ищем Diversity. Вот он, раздел Б. Вы можете посмотреть на октябрь. Значит, первый месяц, когда назначали интервью, для Европы максимальный номер был 4500. То есть все, у кого номер меньше, могли пройти в самый первый месяц свое интервью. Я вам говорила, что у нас номер был 6000, 6000 чем-то. То есть, как бы вот по этой логике, приблизительно наше интервью было бы в ноябре, в декабре. Но вы можете также посмотреть и ноябрьский, и декабрьский бюллетень, чтобы точно узнать, какие номера назначали. С учетом того, что ваш год будет следующим, не 100%, что будут назначать в вашем году интервью тем же самым номерам, которым назначали в DV 2024, ну, потому что все будет зависеть от количества победителей, от количества людей, которые уже заполнили форму DS-260, от возможностей посольств принимать людей на интервью и прочего, но приблизительно номера будут очень похожи, если не случится какого-то форс-мажора типа пандемии. И, как вы можете видеть, опять вот эти исключения, опять Россия и Узбекистан, у которых номера чуть меньше. И ниже можно посмотреть также ноябрь. То есть вы видите, в ноябре всего 500 дополнительных номеров добавили Европе. И последнее, что я хотела вам показать, это последний бюллетень за предыдущий год, за 2023 от сентября 2023 года. Здесь просто есть довольно много дополнительной интересной информации. Во-первых, вы можете посмотреть сентябрь, последний месяц 2023 года лотереи. Вот вы можете видеть октябрь. Здесь в октябре, соответственно, такая же информация, которую мы уже увидели в октябрьском бюллетене. А вот в сентябрьском мы можем увидеть последние номера, которым назначались интервью. То есть вы видите, что в Европе это 32 тысячи. То есть, к сожалению, люди, у которых номер больше, чем 32 тысячи, они не получили возможности пройти свое интервью. Причем, опять, в исключениях России и Узбекистан. И если у России такой же номер, непонятно, почему они ее сюда записали, то у Узбекистана максимальный номер 17 тысяч. То есть, к сожалению, люди из Узбекистана, которые выиграли лотерею Green Card 23 года с номерами выше 17 тысяч, не получили свое назначение на интервью. И дополнительно, что я могу вам показать, это информация о победителях лотереи 2024 года довольно подробно указана в сентябрьском бюллетене. Значит, какая здесь информация? Во-первых, 55 тысяч виз, но я думаю, что вы и так это знаете, максимальная квота на год это 55 тысяч виз. Выдается чуть меньше, но примерно похоже на эту сумму, то есть они стараются выдать как можно больше виз, то есть конечное число будет 54 тысячи, там 800, допустим, виз было выдано. При этом 143 тысячи человек стали победителем Green Card лотереи в 2024 году. То есть эти 143 тысячи человек будут распределены между этими 6 регионами. Как я уже говорила, по каждому региону будут отдельные номера. Но да, как вы можете видеть, победителей значительно больше, чем виз. Почти в 3 раза, ну, в 2 с чем-то, да. Почему это делается? Потому что раньше в какие-то моменты не хватало победителей Green Card лотереи, ну, потому что не каждый человек, который победил, действительно захочет получить свою визу. То есть сначала открывалось, допустим, 80 тысяч победителей, и потом, когда они понимали, что, допустим, из этих 80 тысяч только 30 тысяч человек действительно захотят получить свои визы, они открывали дополнительные номера. Сейчас открывается сразу больше.
И, конечно, я прекрасно понимаю, что для людей, которые выиграли грин-карт лотерею, но выиграли с большим номером и не смогли получить свое назначение для интервью, это безумно разочаровывающая вещь. Но это так, как есть. Причем, кстати, то, что я забыла упомянуть, здесь есть регионы, у которых здесь написано current. Что означает current в контексте грин-карт лотереи? Это то, что все номера открыты. То есть для Африки и для Северной Америки в 2023 году люди с любыми номерами могли получить свое назначение на интервью. И я не буду вам показывать 22 год, но в 22 году, допустим, Европа тоже была current. То есть в 2022 году не было ограничения. И что еще я хочу вам показать, это количество участников. То есть вы можете видеть, что в DV 2024 приняли участие 22 миллиона человек, причем это qualified entries. То есть какие-то заявки были дисквалифицированы по той или иной причине, там были какие-то ошибки, но 22 миллиона заявок было принято, которые приняли участие в розыгрыше. И как вы можете видеть, 143 тысячи из 22 миллионов — это меньше 1%. То есть это вот именно то, о чем я говорила, шанс выигрыша, к сожалению, очень маленький. Шансы выигрыша для каждой страны различаются. И что вы можете здесь посмотреть, это количество людей по каждой стране, которые выиграли грин-карт лотерею в 2024 году. То есть, да, например, можно посмотреть в Европе, Украина 4000 человек выиграли, Россия 5500 человек выиграли. Вы можете найти здесь свою страну, посмотреть. Также я знаю, что государственные сайты публикуют и количество людей, которые участвовали в грин-карт лотерее. Это вы можете найти отдельной статистикой, то есть вы можете просто погуглить количество участников грин-карт лотереи от каждой страны и примерно посчитать процент. Теперь давайте перейдем дальше. В обычный год мы бы получили свое интервью уже в ноябре-декабре. Наш год, к сожалению, выпал на самый разгар пандемии, и интервью мы прошли только в апреле, потому что посольства были закрыты, были жесткие карантинные меры. Более того, был въездной бан из Европы, Китая, Бразилии и еще каких-то стран, по-моему, Южной Африки, если я не ошибаюсь. И поэтому даже когда, допустим, в Литве на какое-то время открывалось посольство, они не хотели нам назначать интервью, аргументируя это тем, что вы же все равно не сможете въехать, зачем вам выдавать визы. На самом деле мы бы могли въехать, потому что даже с учетом въездного бана из Европы можно было поехать в какую-нибудь третью страну, например, в Мексику, пожить там 2 недели и уже через 2 недели въехать из Мексики в США. Такая возможность была, и именно на это давили иммиграционные адвокаты, когда подавали свои дела против государства США за то, что оно не выдавало визы победителям грин-карт лотереи, для которых сроки были ограничены 30 сентября. И да, мы участвовали в одном из таких кейсов, но это совсем другая история. Если кому интересно, я могу рассказать о ней когда-нибудь отдельно. Теперь по поводу заполнения заявки DS-260. Когда вы примерно понимаете, в какой момент вам могут назначить интервью, вы можете понимать, когда вам максимальный срок нужно заполнить заявку DS-260. В принципе, ничто не мешает вам заполнять ее сразу, в тот же день, когда вы узнали о том, что вы выиграли в грин-карт лотерею. Но единственное, о чем я советую вам подумать, о том, что если участие в грин-карт лотерее не является иммиграционным намерением и не мешает в получении туристических виз в последующем, то заполнение формы DS-260 является иммиграционным намерением. И если у вас получится такая ситуация, что вы заполнили заявку DS-260, а потом передумали ехать в Америку, или если вы заполнили эту заявку с очень большим номером, а до вас, к сожалению, не дошла очередь, то в будущем, когда вы будете получать неиммиграционную визу, это может стать причиной отказа. Поэтому, да, серьезно задумайтесь, насколько высоко ваше намерение ехать в Америку и насколько высок ваш шанс попасть на интервью. Мы, в свою очередь, не очень надеялись, что нам назначат интервью в ноябре, в декабре, как это должно было случиться, потому что мы подозревали,
подозревали, что будут проблемы с ковидом, потому что у победителей DV 2020 перед нами уже были проблемы. Намного меньше виз было выдано в тот год. Но мы решили, что мы очень хотим в Америку, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы туда попасть. И поэтому, если даже есть призрачный шанс, что нам назначат интервью до конца 2020 на тот момент года, мы хотим им воспользоваться, и поэтому мы заполняли DS-260 в конце июня, то есть меньше, чем через месяц после того, как мы узнали о выигрыше в Green Card лотерею. Почему мы не заполняли ее на следующий же день? Потому что были моменты в самой форме, которые вызывали у нас сомнения, либо что-то, для чего нам нужно было собрать данные, либо что-то, что мы не уверены были, как отвечать, и мы на самом деле взяли консультацию у миграционного адвоката перед тем, как заполнять DS-260, и прошли с ней по всем вопросам, которые у нас возникали по этой форме. Я думаю, что несколько дней может уйти на заполнение этой формы или до недели, в зависимости от того, насколько вы заранее подготовлены. И эта форма действительно очень большая. Она, наверное, страниц на 10, в отличие от изначальной заявки на Green Card лотерею, которую вы заполняли. Я выписала несколько моментов из DS-260, которые вызывали затруднения у нас, и хотела бы остановиться на них подробнее. Первый момент — это то, что в DS-260 вам придется указать все свои адреса за 10 лет и все свои рабочие места тоже за 10 лет. То есть действительно придется поднапрячься и вспомнить, особенно для тех людей, которые много переезжают. Там не обязательно указывать прям точные даты, но там нужно указывать месяц и год и адреса. И я помню, что мы действительно прям вскрывали какие-то наши старые договоры аренды. Я помню, что я искала какие-то фотографии с геолокацией, чтобы понять, в какой момент, где мы жили. Я помню, я искала какие-то письма о доставке, чтобы увидеть наш точный адрес вместе с квартирой. И что я могу точно сказать, нельзя врать в иммиграционных документах. То есть постарайтесь указать это как можно более точно. То есть если вас действительно поймают на вранье, это может служить причиной отказа или, по крайней мере, сомнения консула в ваших словах. Если вы можете в открытых источниках найти, где вы жили и в какие сроки, постарайтесь это найти и написать в вашу заявку. Если вдруг вы вообще никак не можете вспомнить и так далее, я очень советую поговорить с иммиграционными адвокатами и подумать, что в этом случае делать. Но я помню, да, я потратила действительно очень много времени, но мы восстановили все наши точные адреса, точные месяца и точные места работы. Следующий пункт — это соцсети. Этот пункт появился вот как раз, по-моему, в наш год, что вам нужно указывать все аккаунты в соцсетях, и соцсети там будут перечислены. То я могу вам сказать, это то, что если у вас есть действующий аккаунт, не удаленный аккаунт какой-либо из соцсетей, которые там перечислены в списке, вам нужно его указать. Даже если вы годами не заходили в этот аккаунт, укажите его, потому что сокрытие каких-то данных, опять же, может вызвать подозрение у консула, вам это не нужно. Попробуйте просто прогуглить себя и посмотреть все аккаунты в соцсетях, которые выдаются на ваше имя. С детьми очень важно, точно так же, как и в первичной заявке, вы должны указывать всех своих генетических детей супруга, а также всех официально усыновленных детей ваших и вашего супруга. Еще один вопрос, который там есть, который вызвал у нас некие сомнения, это выдавался ли вам когда-либо Alien Registration Number. Я думала, допустим, насчет своей туристической визы. Нет, Alien Registration Number — это номер, который выдается владельцам Green Card. Если вы никогда не были постоянным жителем Америки, а я думаю, большинство из вас не были, у вас этого номера нет. Единственный случай, который мне сейчас приходит в голову, когда у человека уже может быть Alien Registration Number, это когда он уже находится в подаче на грин-карту по какому-то другому основанию, но хочет поменять свое основание на Green Card лотерею, например, потому что по ней быстрее сроки рассмотрения. Еще один вопрос, который тоже немножко ввел наше замешательство, звучит так. Получали ли вы вакцины согласно законам США? Ответ на этот вопрос нет, и там будет поле для расшифровки. Вы можете написать, что вы получали вакцины в соответствии с законами вашей собственной страны, где вы были ребенком. И
еще один вопрос про ССН. Выдавался ли вам ССН? Опять же, для большинства людей ответ на этот вопрос будет нет. ССН — это номер социального страхования или номер социального обеспечения. Его выдают обычно людям, которые работали в стране. Ну, то есть, если вы когда-то ездили по Work and Travel, по-моему, люди, которые ездили по Work and Travel, получают ССН. Или если вы когда-то были в США по рабочей визе, вы тоже можете иметь ССН. Если вы никогда не работали в США, у вас его нет, и более того, там будет вопрос, хотите ли вы, чтобы вам оформили ССН, если у вас не было. Ответ — да. Да, вы хотите, чтобы вам его оформили, потому что иначе вы замучаетесь его сами себе оформлять. И последнее, на что я хотела бы обратить ваше внимание, в заявке DS-260 там нужно будет указать адрес в США. И понятно, что у многих людей, у кого нету каких-то друзей, знакомых в США, адреса не будет. Но не заполнить эту графу вы не сможете. Этот адрес нужен будет впоследствии для того, чтобы вам прислали туда ваши документы, а именно вашу грин-карту и номер социального обеспечения. Вы можете, в принципе, оставить там любой адрес, любого человека, которому вы доверяете, и более того, вы этот номер можете поменять. А первый раз вы сможете его поменять, когда вы будете на интервью у консула, вы можете ему сказать, что я хочу поменять адрес. Второй раз вы можете поменять этот адрес при въезде в страну на таможне. Но там, кстати, опасно, потому что там номер не всегда успеет поменяться, особенно вот для ССН. ССН приходит довольно быстро, ваше изменение может просто не пройти, если вы его делаете на таможне. Михаил Портнов с канала Silicon Valley Voice, о котором я уже говорила в начале этого видео, предоставляет всем желающим адрес своего офиса. То есть довольно много людей указывает его адрес, если у них нету другого адреса, который они могли бы указать, и их документы приходят к нему в офис, а потом люди отправляют ему конверты, и Михаил рассылает эти документы по всей стране. Либо вы можете к нему подъехать. Делает он это абсолютно бесплатно, это его волонтерский проект. И я могу сказать, что мы сами пользовались услугами Михаила Портнова, и да, были очень ему благодарны, потому что у нас ни друзей, ни знакомых в США не было, когда мы приезжали. Итак, вы заполнили DS-260. Дальше вы ждете, когда ваша анкета будет обработана. Когда она будет обработана, вас уведомят. После этого, когда подойдет ваш номер, вам назначат интервью. Обычно интервью назначают по месту вашего жительства, по месту вашей регистрации, которую вы указываете, последней регистрации, которую вы указали в заявке DS-260. Если вам нужно поменять посольство, вы можете это сделать. Если вы, допустим, переехали за это время, либо если по какой-то причине вам неудобно посольство в вашей стране, пока вам еще не назначили интервью, вы можете написать в консульский центр. Kentucky Consulate Center занимается именно заявками на грин-карт лотерею. Если вам уже назначили интервью, вам придется писать в посольство, причем в оба. То, в котором вам назначили интервью, и в том, в которое вы хотели бы перенести свое интервью. Сразу могу сказать, не всегда одобряют изменение посольства. Но если у вас уважительная причина, скорее всего, вам его одобрят. Опять же, если у вас такая ситуация, советую читать форумы или консультироваться с иммиграционными адвокатами о том, как конкретно это сделать и что нужно написать. Теперь, за неделю, примерно за неделю до вашего интервью, вам придется пройти медицинский осмотр. Медицинский осмотр — это обязательная процедура, и проходить вы его можете только в аккредитованных американским посольством медицинских клиниках. Обычно это 1-2 клиники в том же городе, в котором находится посольство. И что я советую сделать, это списаться с врачом заранее. То есть вы можете прогуглить эти клиники, вы можете найти конкретные фамилии врачей, которые проводят эти медосмотры для посольства США, и вы сможете найти их телефон или имейл и написать им заранее. Почему я советую написать этим врачам заранее? Потому что, во-первых, вы сможете узнать сроки получения анализов. Допустим, частью медицинского осмотра является флюорография, и результаты флюорографии обычно не приходят в тот же день. Обычно необходимо 1, 2, 3 дня на то, чтобы результаты флюорографии дошли. И написав заранее врачу, вы можете примерно спланировать, за сколько времени до интервью вам желательно пройти ваш медосмотр. Второй вопрос, по которому я советую написать врачу, это прививки. В Америке есть список обязательных прививок, которые делают детям, и такой же список прививок, или практически такой же список прививок, обязателен для иммигрантов. То есть, если вы не сделаете себе эти прививки, то, к сожалению,
сожалению, визу вам не дадут. И список этих прививок, он в принципе одинаковый, но иногда он может отличаться, потому что какие-то прививки добавляют, какие-то прививки убирают, поэтому я советую написать заранее врачу и уточнить, какие прививки необходимы в данный момент. И есть 3 способа доказать, что у вас есть эти прививки. Первый способ — это найти выписки из ваших детских поликлиник, где указано, что вам проставляли эту прививку. Я знаю, что многие люди могут это сделать, особенно те, которые живут всегда на одном месте, они могут действительно просто сходить в поликлинику, поднять какие-то документы, и у них будут уведомления об этих прививках. У нас никаких документов о прививках не сохранилось, и поэтому что мы делали? Мы делали анализы на антитела. То есть, допустим, даже если вам не делали прививку от ветрянки, например, или от краснухи, если вы ими болели в детстве, скорее всего, у вас будут антитела. Но, кстати, в моем случае я болела ветрянкой в детстве, я абсолютно в этом уверена, у меня есть фотографии, моя мама в этом абсолютно уверена, но анализ на антитела показал, что антител у меня от ветрянки недостаточно, и мне пришлось сделать прививку. Значит, если у вас есть тест на антитела, который показывает, что у вас достаточное количество антител к этой болезни, то вам не нужно будет повторно делать прививку. Если антител недостаточно, вам нужно делать прививку. И прививку можно делать либо заранее, то есть мы делали до своего медосмотра все прививки, у нас было достаточно времени, и мы просто приносили справки из своих поликлиник о том, что мы делали прививки. Либо, если у вас нет каких-то прививок, и вы приходите на медосмотр, то вам поставят все эти прививки прямо там. Мы не очень хотели это делать, потому что, во-первых, вам действительно могут поставить очень много прививок в один день, если у вас их не хватает. Во-вторых, вы, естественно, за них за все заплатите. То есть там в Литве, допустим, бесплатная медицина, и большая часть прививок покрывалась нам обычной государственной страховкой. Если бы мы делали эти прививки в частной клинике от американского посольства, то, естественно, мы за них платили бы. И да, медицинский осмотр, естественно, платный. В Литве он стоил, я помню, 250 евро, но ценник будет очень сильно отличаться от страны, в которой вы проходите медицинский осмотр. И после этого вы приходите на интервью. Важно, что после медицинского осмотра вам дают конверт со всеми результатами ваших медицинских исследований. Вам ни в коем случае нельзя открывать этот конверт. Если вы откроете конверт, то вам придется проходить медицинский осмотр еще раз и, естественно, повторно за него платить. Почему нельзя открывать конверт? Потому что там будут содержаться результаты ваших медицинских исследований, в том числе результаты флюорографии. По медицинским основаниям тоже некоторым людям могут отказывать в визе, и консул должен быть уверен, что все эти результаты — это настоящие результаты. Удостоверяется он это, потому что он видит невскрытый конверт. По стоимости. За интервью в консульстве мы заплатили $330, и я проверила, сейчас эта сумма примерно такая же. Но это еще не вся сумма. Если вам одобряют вашу визу перед въездом в США, вам нужно будет оплатить еще, в наш год это было $165 за человека за оформление грин-карт. То есть, когда вы проходите интервью в посольстве США, если все хорошо, вам одобряют миграционную визу, и эту визу вклеивают вам в паспорт, и она действует в течение года с момента вашего въезда в США как грин-карта, но также по факту вашего въезда вам оформляется грин-карта, сама карточка, которая как раз стоила $165 в наш год. И эта карточка вам приходит где-то в течение 3 месяцев после того, как вы уехали в США. Интервью на грин-карт лотерею — это одно из самых легких интервью в посольстве США. Я помню, что мы довольно сильно заморачивались насчет денег, подтверждения своего финансового состояния, и мы брали какие-то выписки из банков, мы брали документы, то, что у нас была ипотека в Литве на владение недвижимостью, еще что-то, какие-то выписки с работы мы брали, но на самом деле ничего из этого у нас не спросили, образования было достаточно, как подтверждение нашей возможности зарабатывать деньги. Но бывает по-разному, иногда спрашивают, поэтому советую вам иметь подтверждение финансового состояния, подтверждение наличия денег. За что могут отказать на интервью? Самые частые причины отказа: первое — это вранье в документах, и более того, если консул хотя бы заподозрит, что вы где-то соврали или какой-то ваш документ вызовет у него сомнения,
то, что они делают, это они отправляют на вот эту 3-месячную дополнительную проверку, точнее 3 месяца это максимальный срок, иногда эти проверки проходят быстрее, они могут запросить у вас дополнительные документы подтверждающие, они могут делать какие-то собственные проверки и так далее, поэтому старайтесь не вызывать подозрений у консула, старайтесь быть уверенными, старайтесь отвечать на вопросы в согласии с тем, что вы написали в форме DS-260. Если вы чего-то не помните, вы можете так и сказать, что вы точно не помните. Вы можете сказать, что вы написали это в форме DS-260, но сейчас, в данный конкретный момент, вы не можете точно вспомнить эту информацию, вам нужно уточнить ее. Это нормальный ответ, это намного более лучший ответ, чем врать консулу. И да, очень много вопросов вам задавать не будут. Еще причина отказа могут быть фото. Если вы приложили фото другого человека или очень плохое фото, на котором вы недостаточно различимы, это будет служить причиной отказа. Фото другого человека тоже, могу сказать, как вы могли приложить фото другого человека. Это случается, если, допустим, вы не сами подавали заявку, а за вас подавали какие-то агентства. Они иногда путают фото, почему, опять же, советуют подавать заявки на грин-карт-лотерею самим всегда. А еще бывают такие случаи, когда, допустим, там человек подает на себя заявку, ему нужно приложить фото всех членов семьи. И, допустим, у него есть жена и дочка, и он случайно путает их фотографии. Допустим, на жену он прикрепляет фотографию дочери, а на дочь прикрепляет фотографию жены. К сожалению, абсурдно это не было, но это означает отказ в визе. Если вы приложили старую фото, по правилам грин-карт-лотереи фото должно быть сделано не более чем 6 месяцев назад. Если вы приложили свое старое фото, обычно это не является причиной отказа, хотя по документам, по официальным документам вам могут из-за этого отказать. То, что я читала, то, что я слышала, опять же, посольства могут очень легко на этом основании отказать, но обычно они этого не делают. Некоторые посольства это делают, некоторые посольства этого не делают, но если, допустим, что-то в ваших ответах вызвало у консула подозрение, и при этом вы приложили фото свое старое, то у него есть 2 варианта. Либо отправить вас на доп. Проверки, либо отказать вам на месте из-за старого фото, если он знает, что у вас старое фото. Чаще всего в этом случае консул выберет отказать вам на месте из-за старого фото. Поэтому, да, для тех, кто только будет заполнять заявку на грин-карт-лотерею в этом году, очень советую все-таки прикладывать новое фото, потому что не занимает так много времени, и в случае выигрыша вы избавите себя от большого количества нервов. Какие еще причины отказа? Это если недостаточно образования, но на грин-карт-лотерею достаточно то, что в США называют high school, то есть это полное среднее образование. Это 11 или 12 лет школы, если у вас есть, вы подходите по образованию. Там начинаются вопросы, когда человек, допустим, не закончил школу, но закончил колледж. Чаще всего вот это среднее специальное образование подходит, но я советую консультироваться с иммиграционными адвокатами, то есть там могут быть нюансы. Если вы, допустим, закончили колледж, а потом университет, ваше максимальное образование будет университет, тогда вы точно проходите. Если вы закончили только колледж и не закончили полностью все, 10, 11, 12 лет школы, консультируйтесь с адвокатами. Еще одна частая причина отказа, о которой я уже говорила, это когда люди забыли указать детей. Допустим, забыли указать детей своего супруга, которые с ними не живут. Такое бывает, поэтому, пожалуйста, обращайте внимание. Как я уже говорила, чаще всего прямо на интервью вам консул скажет: ваша виза одобрена, приходите за ней через несколько дней. И после этого, насколько я помню, у вас есть, по-моему, полгода, чтобы въехать в страну после того, как вам одобрили визу. При этом вам не обязательно оставаться в стране. Допустим, если вам недостаточно этих полугода, вам нужно закончить какие-то дела в своей стране, вы теоретически можете въехать в страну в течение полугода и сразу же из нее выехать. Это не будет нарушением, но если вы не въедете, то, к сожалению, ваша виза и ваша грин-карта сгорают. Теперь немножко по поводу въезда в страну. Как я уже сказала, до въезда вам нужно будет заплатить консульский сбор, примерно $165, возможно, он сейчас больше, за оформление грин-карты. Желательно это сделать заранее, потому что на таможне у вас будут проверять, оплачен ли у вас этот консульский сбор. И по факту въезда в страну
вы получаете свои документы, грин-карту и ССН, точнее, по факту въезда в страну эти документы начинают для вас оформляться. ССН, как я уже говорила, занимает неделю-две, если все хорошо, и он вам приходит по почте. Грин-карта занимает больше, примерно 3 месяца, и точно так же она вам приходит по почте. Я не знаю, как сейчас, но в ковидные времена иногда случались какие-то косяки. Например, когда мы въехали, моему мужу пришел ССН в нормальные сроки, мне он не пришел, и оказалось, что мне его даже не начали оформлять. Поэтому я должна была звонить в службу социального обеспечения и разбираться, в чем проблема с моим ССН. Грин-карта пришла мне намного быстрее, чем ожидалось, где-то примерно за 1,5 месяца, но моему мужу она не пришла. Оказалось, что потеряли его отпечатки пальцев, и тоже ему нужно было разбираться с миграционными службами. Я надеюсь, что это было именно такие ковидные приколы, когда эти службы работали в полсилы, у них был недостаток людей. Я надеюсь, что сейчас такого у вас не случится, но если случится, имейте в виду, такие ситуации возможны. Вам придется самим разбираться со своими документами. И здесь вопрос, допустим, ССН очень важный документ, потому что из него вы не сможете устроиться на официальную работу. Грин-карта чуть менее важный документ, потому что ваша виза будет служить вам грин-картой в течение года с момента вашего въезда. То есть на грин-карту у вас будет больше времени, чтобы с этим всем разобраться. Еще хотела упомянуть, когда мы прошли свои интервью и получили визы, нам выдали такие мануалы на 100 страниц, мануал нового иммигранта в США. И я помню, что я как только увидела этот мануал, подумала, нет, много букв, я не буду это читать. Но мой муж прям сел и изучил в течение нескольких дней, он читал этот мануал и сказал, что там очень много важной информации, мне его действительно стоит прочитать. И я после этого тоже прочитала этот мануал, и действительно всем советую, он огромный, но там очень много важной информации по поводу там разных служб, куда вы можете обращаться, по поводу того, как работает вся эта миграционная система, на что вы имеете право, на что вы не имеете права, как работают школы, как работают налоги в США и так далее. Огромное количество информации, как работают службы ЖКХ и так далее. Так что, да, действительно советую всем прочитать этот мануал, несмотря на то, что он очень долгий. По поводу, кстати, бенефитов и вот каких-то государственной помощи и так далее, когда вы получаете свои визы, вы подписываете то, что в течение года вы не будете подавать на welfare, на социальную помощь от государства. И действительно не надо это делать в первый год, потому что это может повлечь последствия. Вы подписываете иммиграционный документ, что вы не будете это делать. Если вы это нарушаете, то, опять же, это может вести негативные последствия для вас вплоть до лишения вашего иммиграционного статуса. Но через год ничто не запрещает вам подавать на welfare. Опять же, единственное, что я бы советовала здесь учитывать, если вы подаетесь именно на государственные программы, потому что есть и частные программы в США помощи, именно если вы подаетесь на государственные программы, это отразится на вашем кредитном рейтинге. Кредитный рейтинг — это то, что используется для получения любых кредитов, включая, допустим, автокредиты, ипотеку и так далее. То есть, получая в какой-то момент помощь от государства, вы, возможно, лишаете себя возможности получить какой-то кредит. Так что думайте об этом. При этом, если вы подаете в частные фонды, это никак не отразится на вашем кредитном рейтинге. По поводу медицины. В США нет государственной медицины, соответственно, как новому иммигранту медицина вам не полагается. И вы либо покупаете страховку частную, либо страховку вам предоставляет ваш работодатель, когда вы находите работу. Что я советую всем, это оформлять туристическую страховку, по крайней мере, на первые несколько месяцев после въезда в страну, чтобы у вас было время разобраться в страховках на местности и чтобы у вас было медицинское обеспечение на первое время. Я помню, что какое-то время для получения визы на грин-карт лотерею туристическая страховка была обязательной.
обязательно. Потом вроде это отменили, уточните. Мне кажется, что сейчас она не обязательна, но, опять же, я советую всем ее оформлять, потому что в США действительно, если вы серьезно заболеете или с вами случится какой-то несчастный случай, вам окажут медицинскую помощь, но вы можете остаться должным очень большие суммы. Я помню, что когда мы приехали, мы познакомились с парой, которая нам рассказывала, что они приехали по беженству, и это были первые месяцы, когда они находились в стране, у них не было еще никаких документов и не было медицинской страховки, и тут выяснилось, что у парня была какая-то очень серьезная болезнь желудка, неожиданная болезнь желудка, о которой он не знал раньше, и ему нужна была срочная операция. Ему сделали эту срочную операцию, но после этого госпиталь выставил им счет на $40 тысяч. Естественно, никаких $40 тысяч у них в тот момент не было, и они рассказывали, как, они были в шоке, они не знали, как эти деньги выплачивать, и они начали писать во все неправительственные частные фонды, которые вот как раз помогают иммигрантам с медициной. И им как раз покрыли вообще всю эту сумму. Причем они сказали, что даже откликнулось несколько фондов, которые готовы были заплатить полностью всю сумму за их операцию. Такие варианты тоже есть. В США действительно очень развита вот эта вот система помощи и волонтерства для наименее защищенных социально слоев. То есть, если у вас действительно критическая ситуация, у вас очень плохо с здоровьем, у вас нет ни копейки денег, и вы нигде не работаете, найдутся люди, которые вам помогут. Я не советую прям на это рассчитывать. То есть, желательно все-таки, если у вас есть возможность, подстелить себе соломку и купить медицинскую страховку. И последний момент, который я бы хотела озвучить в этом видео, это то, что в США очень сложно арендовать жилье. И не потому, что этого жилья нет, его достаточно, и не потому, что оно стоит дорого, оно очень часто стоит дорого, а потому что, когда у вас нет еще кредитного рейтинга, а у вас его нет, потому что вы не жили в США, и когда у вас нет еще официальной работы, а чаще всего у победителей грин-карт лотереи нет работы по факту въезда в США, вам очень сложно снять жилье, потому что чаще всего здесь жилье сдают компании, не частные лица. То есть вот мы когда приехали в Сиэтл, статистика была где-то 90% объявлений об аренде жилья, которые мы видели, это были компании, которые владели, допустим, всем зданием, многоквартирным домом. Этот дом изначально строился под аренду, и они владели этим зданием и арендовали вот как организация квартиры в этом доме. 10% вот арендного фонда это были частные люди. И да, компании будут требовать от вас какое-то подтверждение платежеспособности. Частникам, возможно, иногда можно договориться. Что делать в этом случае? Первый способ — это снять квартиру вместе с руммейтом, то есть снять комнату, по сути, и жить вместе с кем-то, и оформить договор на человека, с которым вы живете. То есть, когда вы арендуете вместе с кем-то недвижимость, здесь будет все равно первичный съемщик, то есть один человек будет главным съемщиком. И, допустим, если вы снимаете это с человеком, у которого есть уже кредитный рейтинг, есть платежеспособность, то ему легче будет подписать эти документы, а вы будете как дополнительный съемщик. И тогда вы сможете получить жилье. Второй способ, как я уже говорила, это снимать жилье участников, и как-то договариваться, находить человека, который готов вам поверить и сдать вам все-таки это жилье. Третий способ — это иметь оффер на работу. То есть вам не обязательно иметь именно работу постоянную, вам достаточно, чтобы кто-то предложил вам работу, и не для всех, но для многих арендодателей оффер, в котором написана зарплата, будет достаточным подтверждением вашей платежеспособности. И что я могу здесь сказать, это то, что оффер на работу не заставляет ни вас действительно пойти и начать работать на этом месте, ни работодателя предоставить вам эту работу. То есть любой работодатель может написать вам оффер, а потом этот оффер забрать. Оффер не обязывает ни к чему работодателя. И, допустим, если у вас есть в США друг, собственник бизнеса, он
теоретически может написать вам оффер, который вы можете показать при аренде жилья. Если вам интересно, я готова подробнее поговорить об этом в личных сообщениях. И последнее, когда вы приезжаете в США по грин-карт лотерее, вам нужно понимать, на что вы будете жить первое время. И отлично, если у вас есть какие-то накопления, но вам нужно примерно понимать стоимость жизни в штате или в городе, в который вы едете. То есть я действительно советую вам посмотреть каких-то блогеров, которые обозревают примерный порядок цен в этом месте, почитать какие-то форумы и так далее. То есть вам нужно представлять, сколько денег у вас уйдет на 1 месяц проживания в этом штате, в этом городе. И таким образом вы сможете понимать, если у вас есть какая-то изначальная сумма на руках, на сколько месяцев вам этой суммы хватит. И что я советую всем сразу, как можно раньше искать работу, потому что даже когда вы приезжаете с достаточно значительной суммой на руках, если вы ничего не зарабатываете, деньги кончаются очень быстро. Иногда чуть быстрее, чем вы этого ожидали. Поэтому я советую вам искать работу сразу. И я помню, что мы с Юрой, естественно, не рассчитывали, что мы сразу найдем профессиональную работу по приезде в США. Нам повезло, и это случилось. Об этом я рассказываю в видео про первую работу в США. И я помню, что мы рассчитывали ситуацию, где, допустим, первые полгода, приблизительно, мы работаем на то, что называется survival job, то есть работа не по нашей специальности, но такая, куда нас, с большой вероятностью возьмут. И мы думали, что, допустим, бариста или официант, в общем, работник ресторанного бизнеса может быть такой профессией, куда нас точно возьмут. И я помню, что мы брали за основу баристу в Старбаксе, и мы примерно считали, что в Сиэтле бариста в Старбаксе может получать около $3000 в месяц. Может быть больше, может быть меньше, но это вот такая средняя цифра. И мы думали, соответственно, если мы 2 человека работаем оба баристами в Старбаксе, то мы зарабатываем $6000. И я помню, что вот как раз когда мы примерно считали, сколько нам денег нужно, у нас получалось, что вот этих $6000 нам будет хватать, чтобы удовлетворять свои базовые потребности. Я помню, что мы считали, что аренда квартиры one bedroom, то, что здесь называется, 1 спальня плюс кухня и зал совмещенные, будет стоить около $2000 в Сиэтле. За пределами Сиэтла можно было бы снять дешевле, но мы думали, что первое время у нас не будет машины, и здесь не очень развит общественный транспорт, поэтому мы хотели жить недалеко от центра города. И вот 2000 это даже была маленькая сумма, мы думали, что от 2 до 2500 будет стоить эта квартира. Потом мы думали, что на еду у нас будет уходить где-то $1500, и эта сумма, если не ходить в рестораны, но покупать хорошую еду в дорогих магазинах, то, что здесь называется органик. Дорогая еда считается здоровой, фермерской, дешевая еда может быть изготовлена из очень плохих ингредиентов. То есть, окей, мы думали, что мы будем покупать еду в магазинах, готовить сами, но мы будем покупать еду в дорогих магазинах. То есть вот примерно 2-2500 на жилье, плюс $1500 на еду, это уже $4000. Еще где-то около $500 мы закладывали на ЖКХ, на все коммунальные услуги, плюс телефон, плюс интернет. Кстати, телефон и интернет здесь довольно дорого стоят. Один телефон стоит где-то около $50-60 в месяц, мобильная связь. И интернет тоже где-то около $60 стоит домашний. Где-то 4500 у нас получалось на это все, плюс незапланированные расходы мы закладывали где-то около $500, плюс бензин, плюс, я помню, мы считали спортзал, и что-то, допустим, у нас оставалось теоретически на отпуск там 1 раз в год. Вот. Это вот было $6000, которые зарабатывают 2 барист в Старбаксе. Но я помню, что нас действительно успокоили эти цифры, потому что мы поняли, окей, мы не умрем с голода, если мы будем работать в Старбаксе и не будем залезать в свои сбережения, как только мы устроимся на работу. Я помню, что мы считали, сколько нам нужно будет денег, чтобы жить более-менее комфортно и уже там не отказывать себе в каких-то вещах, к которым мы привыкли. У нас получалось где-то $7500-8 тысяч в месяц минимум, чтобы уже жить нормально. И опять же, нас успокоила эта сумма, потому что мы поняли, что это не так далеко от зарплаты баристы в Старбаксе. И если мы, допустим, как только мы найдем профессиональную работу, хотя бы один из нас, если найдет профессиональную
работу, а второй будет продолжать работать в Старбаксе, то у нас уже будет вполне себе достаточно денег. На этом на сегодня я закончу, потому что уже немножко темнеет. Я буду рада ответить на любые вопросы в комментариях. Пишите. Если какие-то темы будут интересны, допустим, заполнение DS-260 или более подробные выкладки по ценам в Сиэтле, то, как мы считали, то, что мы закладывали в наши сметы, я это сделаю с удовольствием. Опять же, если будут еще какие-то дополнительные интересные вопросы, возможно, я тоже сделаю о них отдельное видео. Либо я всегда отвечаю на все вопросы в комментариях, поэтому увидимся там. А еще в новых видео на следующей неделе. Спасибо всем за внимание. Пока-пока.